Россия нанесла ощутимый удар по доллару. Наш комментарий Мамед Эфендиев, отдел экономики, 11 часов 49 минут. Россия в течение месяца полностью откажется от американского доллара в структуре Фонда национального благосостояния ФНБ и снизит долю британского фунта. Сегодня на доллары и евро в фонде приходится примерно по 35% вложений, а через месяц в ФНБ вырастет доля евро и юани, появится золото, доля японской иены не изменится. Мы, как и Центральный банк, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Сегодня у нас по структуре порядка 35% вложения ФНБ в доллары. Мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением в евро, увеличением в золото, сказал министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, переход к новой структуре ФНБ состоится в течение месяца. Антон Силуанов о решении полного выхода России из долларовых активов, решение вывести доллар из структуры ФНБ последовало накануне встречи президентов США и России в Швейцарии, в ходе которой сторонам предстоит снизить накалившуюся между ними в последнее время напряженность. Но такой удар по главной валюте мира вряд ли будет способствовать созданию дружеской атмосферы. Ведь в новой структуре ФНБ в долларах будет вложено 0%, в евро 40%, в юанях 30%, в золоте 20%, в фунтах и иене по 5%. То есть десятки миллиардов долларов будут конвертированы в другие валюты или золото и вернутся в США в виде госдолга. Объем средств фонда достиг почти 14 триллионов рублей. Правда, основательно пошатнуть американскую экономику это не сможет, но неприятности все же доставит. Шаг на первый взгляд рискованный, но Москва шла к этой цели последовательно, добиваясь укрепления финансово-экономического суверенитета. В условиях, когда, как здесь считают, в угоду политической конъюнктуре вводятся экономические санкции, доллар может использоваться как инструмент давления, что наблюдалось неоднократно. Решение об уходе от долларовой зависимости было принято на самом высоком уровне. Российские политики однозначно называют его верным, так как решение о выведении доллара из структуры ФНБ связано в том числе и с угрозой санкций со стороны США. А что это такое, россияне знают не понаслышке. Санкции США нанесли урон экономике России, но и стимулировали развитие наиболее важных отраслей и позволили существенно сократить внешний корпоративный долг. В частности, созданы запасы прочности по всем наиболее важным направлениям экономики, в том числе промышленности, сельского хозяйства, где достигнуто самообеспечение. А что касается внешнего долга, то зависимость страны от него сегодня примерно в 2 раза ниже, чем в 2014 году. Нефть продается за доллары. Как Россия решит эту проблему? Правда, пока непонятно, как в течение месяца российский Минфин избавится от огромной долларовой массы. Будет ли это операция с резервами Центробанка или ЦБ? В интересах Минфина будет продавать доллары и покупать евро и юани. Скорее всего, Минфин будет продавать доллары через ЦБ. Возможно, частично эта продажа будет внутренней. Часть долларов из ФНБ заменит золотом. То есть Банк России получит доллары со счетов ФНБ и зачислит золото. Но проще, если внутри баланса ЦБ просто заменит доллары на другие валюты. До сих пор в рамках бюджетных правил Минфин получал налоги в рублях, часть которых конвертировал на рынке в доллары и евро. А теперь Минфин просто перестанет покупать доллары. И по мнению капитанов финансовых институтов России, на курсе рубля все это не скажется. Но главным источником валютных поступлений для России являются углеводороды, которые на глобальном рынке продаются за доллары. Как решится эта проблема? Этот вопрос также проработан. Россия готова использовать евро в качестве валюты для расчетов за поставки газа в Европу, заявил президент Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума ПМЭФ. Кстати, канцлер Австрии Себастьян Курц уже допустил расчеты с Россией за энергоресурсы в евро. В целом же Москва готова рассматривать возможности расчетов и в национальных валютах. Путин заявил, что Россия готова использовать евро. Курц не возражает, а вот отказ нефтяных компаний от расчетов в долларах очень серьезно ударит по американской валюте, заявил российский лидер. Правда, пока российские операторы и сами предпочитают операции в долларах. Нефть к доллару больше привязана, так как является биржевым товаром. Но по мнению президента и совладельца компании «Лукойл» Вагита Аликперова, уход от расчетов в долларах на нефтяном рынке теоретически возможен, хоть это и сложно реализовать. Пока существует глобальная валюта, все расчеты и котировки на бирже делаются в долларах. Очень сложно их сегодня переводить в реальном времени, но это возможно. Москва, кажется, основательно проработала вопрос об уходе от доллара. Вопрос наличия, а скорее исключения доллара из ФНБ уже решен.
Нетрудно догадаться, что вопрос с углеводородами тоже стоит на повестке. Более того, ряд депутатов призывает Кремль полностью отказаться от доллара, что серьезно ударит по позициям США. А если к России подсоединятся и другие страны, то это почувствуют уже не только США, но и весь мир. Что ж, первый удар по доллару нанесен. Последуют ли другие, покажет время.